Когда этот хищник сделал свой первый шаг по земле, эра динозавров уже почти закончилась. Он застал последние 2 миллиона лет Великого Царства, которое длилось больше 180 миллионов. Представьте это так. Между первыми хищниками-исполинами и рождением тираннозавра прошло больше 80 миллионов лет, а между тираннозавром и вами всего 66. Это значит, что Рекс во времени ближе к вашему утреннему кофе, чем к первым королям планеты. До него по этой земле ходили охотники крупнее его самого. Хищники длиннее городского автобуса, с зубами, устроенными как лезвие ножей, убивавшие способом, на который тираннозавр был просто не способен. И почти никто не знает их имен. Так кто на самом деле правил землей до царя ящеров? И почему история стерла настоящих королей? Сейчас мы отправимся туда, где все это началось. Прежде чем вы встретите настоящих королей, нужно сломать одну картинку в голове. Когда мы слышим слово «динозавры», в голове возникает одна общая картинка. Как будто все они жили в одном мире в одно время. Но это не так. И расстояние во времени здесь почти невообразимое. Эра динозавров — это так называемый мезозой. Он длился примерно с 252 до 66 миллионов лет назад. Почти 186 миллионов лет. И он делится на 3 больших периода. Первый — Триас, примерно 252-201 миллион лет назад. Тогда динозавры только-только появились и были довольно скромными по размеру. Второй — Юрский период, около 201-145 миллионов лет назад. Вот тут-то и начинается самое интересное. Потому что именно в Юре появляются первые по-настоящему гигантские хищники. И третий — Меловой период, 145-66 миллионов лет назад. Вот в самом-самом его конце и жил тираннозавр. А теперь одна цифра, чтобы почувствовать масштаб. Знаменитый аллозавр, хищник юрского периода, жил около 155-145 миллионов лет назад. От аллозавра до тираннозавра почти 80 миллионов лет. Аллозавр и тираннозавр никогда не встречались. Они не могли встретиться. Между ними лежит бездна времени. То, что вы сейчас узнаете, переворачивает привычное представление о веке динозавров. И если вам, как и мне, интересно разобраться, как все было на самом деле, а не как в кино, самое время подписаться. Представьте, поздний юрский период, около 150 миллионов лет назад, территория, которая однажды станет западом Северной Америки. Здесь нет травы. Трава как таковая еще толком не появилась. Вместо нее заросли хвощей, папоротники в человеческий рост, рощи гинго и хвойных деревьев. Воздух влажный, пахнет смолой и гниющей растительностью у берегов широких ленивых рек. По этой равнине бредут гиганты. Длинношеие завроподы, вроде диплодока и брахиозавра. Самые крупные животные, когда-либо ходившие по суше. И там, где пасутся такие великаны, обязательно есть тот, кто на них охотится. Знакомьтесь, аллозавр. Вот его реальные параметры по данным находок. Длина в среднем 8-9,5 метров. У крупнейших особей, предположительно, до 10-12 метров. Масса примерно от 1,5 до 2,5 тонн. Возможно, до 3 тонн у самых больших. Это не рекордсмен, но это была вершина пищевой цепи своего времени. И вот что действительно важно понять. Аллозавр охотился иначе, чем тираннозавр. У тираннозавра были массивные толстые зубы-бананы и невероятная сила укуса. По оценкам, самая мощная среди наземных хищников в истории. Он буквально дробил кости. А у аллозавра череп был легче, а зубы тонкими, изогнутыми, с зазубринами, как у ножа для стейка. Сила укуса у него была относительно слабой. По некоторым исследованиям, сила укуса аллозавра была сопоставима с укусом современного леопарда. Самый грозный хищник своей эпохи, а кусал он относительно слабо. Как же он тогда убивал добычу размером с автобус, сейчас узнаете. Вот в чем фокус. Ученые, изучавшие строение его черепа и шеи, предложили модель. Аллозавр, вероятно, использовал верхнюю челюсть как топор. Он широко раскрывал пасть и с силой за счет мощных мышц шеи наносил рубящие удары по телу жертвы, оставляя глубокие рваные раны. Это одна из основных гипотез, и она хорошо согласуется со строением его костей, хотя тут ученые все еще спорят о деталях.
Мы знаем, что жизнь аллозавра была тяжелой. На знаменитом местонахождении в карьере Кливленд-Ллойд в штате Юта найдены останки десятков аллозавров. Многие кости несут следы серьезных травм, заживших переломов, повреждений ребер, воспалений. Эти животные постоянно получали раны. Вероятно, и от сопротивляющейся добычи, и от стычек друг с другом. Но многие раны зажили, значит, эти хищники были на удивление живучими. Аллозавр был первым великим хозяином суши среди хищников, но он был только началом. Потому что настоящие гиганты, те, что превзошли даже тираннозавра по размеру, появились уже в следующем периоде. Чтобы понять, кто пришел после аллозавра, нужно взглянуть на планету целиком и задать странный вопрос. Что, если разорвать Землю на части, и на каждом обломке эволюция создаст собственного монстра? Именно это и произошло. В начале эры динозавров вся суша была собрана в единый суперконтинент – Пангею. Одна огромная масса Земли, окруженная единым океаном. Из-за этого фауна по всему миру была довольно похожей. Животным было куда расселяться. Но с юрского периода Пангея начала раскалываться. Медленно, по несколько сантиметров в год, примерно со скоростью, с которой растут ваши ногти, но неотвратимо. Появилась трещина, которая расширялась в будущий Атлантический океан. К меловому периоду единый мир распался на отдельные материки – Северный блок и Южный. И вот тут-то и начинается самое интересное. Разделенные океанами, динозавры на разных континентах начали эволюционировать по-своему. Изоляция – это двигатель эволюции. И на южных материках, там, где сегодня Африка и Южная Америка, появилась совершенно особая династия хищников. Гиганты, которых почти не показывают в кино. Гиганты, которые заставляют пересмотреть само звание крупнейший хищный динозавр. Представьте раннюю и среднюю часть мелового периода, около 110-90 миллионов лет назад. Северная Африка, но не пустыня Сахара, какой мы ее знаем. Тогда это была огромная система рек, дельт и мангровых зарослей. Влажная, зеленая, кишащая жизнью. Здесь плавали гигантские рыбы, крокодилоподобные хищники длиной больше 10 метров, и по берегам этих рек ходили охотники, чье само имя говорит об их оружии. Кархародонтозавр, в переводе «ящер с зубами акулы». Быстрый вопрос. Ответьте себе честно, сколько хищников крупнее или равных тираннозавру вы можете назвать? Большинство людей – ни одного. Сейчас вы узнаете нескольких. И у первого из них зубы длиной около 15 сантиметров напоминали зубы большой белой акулы. Название дано не для красоты. Его зубы действительно напоминали зубы большой белой акулы. Уплощенные, треугольные, с острыми зазубренными краями, приспособленные резать плоть. Длина зубов достигала около 15 сантиметров вместе с корнем. Вот его размеры по оценкам на основе черепа и фрагментов скелета. Длина примерно 12-13 метров. Масса, по разным оценкам, от 6 до 7 тонн, возможно и больше. Один только его череп был около 1,5 метра в длину. Сейчас вы, возможно, подумаете: погодите, но ведь тираннозавр 12 метров и до 8-9 тонн. Значит, они были примерно равны? И это честный вопрос. По массе тираннозавр, вероятно, все же был плотнее и тяжелее при схожей длине. Но суть не в том, кто на пару тонн тяжелее. Суть в том, что эти хищники-исполины правили землей за десятки миллионов лет до появления Рекса. И вот отрезвляющий факт. Кархародонтозавр вымер примерно 94 миллиона лет назад, то есть почти за 30 миллионов лет до того, как родился первый тираннозавр. А теперь его родственник, еще крупнее. Гиганотозавр жил в Южной Америке примерно 99-95 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. По оценкам на основе найденного скелета, а он сохранился примерно на 70%, его длина составляла около 12-13 метров, а масса по разным реконструкциям от 4,5 до 8 тонн. Долгое время именно гиганотозавра называли претендентом на звание крупнейшего наземного хищника крупнее тираннозавра. И хотя точные цифры до сих пор обсуждаются, оценки массы у палеонтологов расходятся, одно ясно. Это был колосс, и он тоже принадлежал к семейству Кархародонтозаврид – акулозубых.
Вот что стоит осознать. На протяжении раннего и среднего мела именно эти акулозубые гиганты, а не тираннозавры, были главными хищниками планеты. Тираннозавры в то время существовали, но были относительно небольшими второстепенными игроками. Их время еще не пришло. И раз уж мы в меловой Северной Африке, невозможно не рассказать о существе, которое ломает вообще все наши представления о хищных динозаврах. Спинозавр. А теперь то, во что наука долго не верила. По одной из основных версий, самый длинный из известных хищных динозавров был в значительной степени водным – динозавр, охотившийся в воде. Спор среди ученых не закрыт до сих пор. По оценкам, это был, вероятно, самый длинный из известных хищных динозавров – около 14-15 метров, возможно, и больше. Массу оценивают примерно в 6-7 тонн, хотя цифры очень приблизительны из-за неполноты находок. Но самое поразительное – не размер. У спинозавра на спине был огромный парус из вытянутых отростков позвонков, высотой до 1,5–2 метров. Длинная узкая морда, похожая на крокодилью, усаженная коническими зубами, идеальными для удержания скользкой рыбы, а не для разрезания плоти. И вот тут один из самых горячих научных споров последних лет. Долгое время спинозавра считали просто крупным хищником, который иногда ловил рыбу у воды. Но находки последних лет, особенно новые части хвоста, описанные в 2020 году, показали – хвост у него был высокий, уплощенный, похожий на весло. По одной из основных версий, спинозавр был в значительной степени водным или полуводным хищником. Он проводил много времени в воде, охотясь на крупную рыбу. Это была бы совершенно уникальная для динозавров стратегия. Честно скажу, ученые до сих пор активно спорят. Часть исследователей считает, что спинозавр все же охотился в основном с берега или на мелководье, а не плавал в толще воды. Спор не закрыт, но сам факт, что 95 миллионов лет назад по Земле ходил хищник размером с автобус, приспособленный ловить рыбу, это реальность, а не фантазия. Заметьте, и это тоже было задолго до тираннозавра. И вот главный вопрос. Если акулозубые гиганты правили так долго и были такими огромными, почему после них пришли тираннозавры? Что случилось с настоящими королями? Вдумайтесь, будущие цари динозавров миллионы лет прожили в роли небольших, второстепенных хищников в тени настоящих гигантов. Примерно в середине мелового периода, около 90-94 миллионов лет назад, происходит смена фауны. Великие кархародонтозавриды в северном полушарии постепенно исчезают из летописи. Здесь я должен быть честным. Точная причина до конца не установлена. Это одна из открытых загадок палеонтологии. Но у нее есть две главные улики. Улика первая – изменение окружающей среды. Меловой период был временем значительных перемен, колебаний уровня моря, изменения климата, перестройки растительности. Именно в меловом периоде впервые массово распространяются цветковые растения. Экосистемы менялись, менялась и добыча. Улика вторая – смена типов растительноядных динозавров. Гигантские завроподы, на которых, вероятно, охотились кархародонтозавриды, в северном полушарии становятся реже. На их место приходят другие растительноядные – утконосые и рогатые динозавры. А под другую добычу, возможно, требовался другой тип хищника. И вот на этой сцене, освободившейся от акулозубых гигантов, постепенно поднимается новая группа – тираннозавроиды. Они существовали и раньше, но были небольшими. Теперь же, ближе к концу мела, они увеличиваются в размерах и занимают освободившийся трон. К концу мелового периода, около 68 миллионов лет назад, в Северной Америке появляется он – тираннозавр Рекс. С другой стратегией – не режущие зубы лезвия, как у предшественников, а массивные зубы и колоссальная сила укуса, способная дробить кости. Тираннозавр не начало. Он – вершина совершенно новой волны, поднявшейся уже после того, как прежние правители сошли со сцены. Но вот что важно понять напоследок. Тираннозавр правил своим миром лишь короткий финальный отрезок огромной эпохи. До него десятки миллионов лет планетой владели другие короли. Аллозавр с его рубящими ударами, кархародонтозавр и гиганотозавр с зубами акулы, странный спинозавр у воды. Каждый из них был вершиной своего мира. Каждый царствовал дольше, чем мы обычно себе представляем. И каждый в свой черед уступил трон.
Тираннозавр не был первым королем, он был последним. И, может быть, именно поэтому мы запомнили его лучше всех.